Дорогие мои, я снова лечу к вам на своей профессиональной метле. И сегодня у нас в меню не что иное, как физиогномический разбор лица вечного президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Я знаю, что я об этом говорила в трансляциях, обещала, все такое, и наконец-то вы можете насладиться этим видео и всем тем, что вы должны, просто обязаны знать про черты лица Александра Григорьевича. Поехали! Лукашенко – это единственный президент Беларуси. Кто его не знает? Все его знают. Посмотрите на это лицо. Особенно он отличился на протяжении войны России с Украиной. То есть на протяжении полномасштабного вторжения, и не только по этому поводу. Лукашенко личность очень интересная, очень непростая, но сегодня мы с вами разберем всего лишь 7 лицевых маркеров, и вам, поверьте, будет вполне достаточно для того, чтобы людей, похожих на него, вычислять издалека. Угу. Так вот, с чего мы начнем? Я хочу, чтобы вы посмотрели на фотографии Лукашенко в молодости. Например, вот на эту. Или, например, вот на эту. Что в глаза бросается? Развитые губы. Развитые губы. Мы про губы поговорим немножко позже. А сейчас просто посмотрите. У него всегда были развитые губы. Развитые губы – это орган интуитивного восприятия. А когда губы развиты, это говорит о том, что восприятие у него работает очень хорошо. Интуиция здесь типа чувствования, поэтому ему это очень хорошо помогает чувствовать ситуацию, в которой он находится и в которой он уже что-то замышляет. Понимаете? В которой он действует и взаимодействует с другими людьми. Но до губ мы с вами еще доберемся. Хочу я начать с лицевого маркера. Это один из таких особенных маркеров. И я о нем раньше никогда не говорила, но пришел момент, когда поговорить о нем нужно. Он называется усы. Усы. Как его еще называют? Усатый таракан? Слышали такое название? Ну, собственно, когда так говорят, понятно, о ком идет речь. Ну ладно. Усы. Что обозначают усы у мужчины, если нет бороды? Потому что есть вариации, когда усы и борода – это нечто единое целое. У меня есть целый цикл обучающих видео по физиогномике, у меня в ленте по физиогномике. Там, где я говорю о мужской бороде. Например, вот это. Или есть разные формы бороды, выберите себе, какую хотите. Там по рисункам вы определитесь. Но усы, вместе с которыми не идет борода, то есть одни усы, они знаете, что обозначают? Что для человека нет никаких правил, что он делает то, что он захочет, без тормозов, понимаете? Он диктует свои правила, своеволие. Своеволие. Это когда есть определенная тема, определенная программа, определенная линия поведения, вполне конкретная, четкая политика, и он следует этой политике, и вы ничего с этим не сделаете. Такого человека, у которого одни усы, еще и на интуитивной зоне, да, между губами и носом, а она у него короткая, то есть он очень хорошо чувствует. Наличие усов говорит о том, что этот человек будет гнуть свою линию во что бы то ни стало. Даже если он сидит тихонечко в углу, вы понятия не имеете, что он замышляет, и никогда об этом не узнаете. У нас, если мы немножечко окунемся в историю, есть такие граждане усатые, вспоминать аж не хочется. Из негативных Сталин, из скандальных Фидель Кастро, делал, что хотел. А вот, например, из любимых, я думаю, вы догадались, это Фредди Меркьюри. Человек абсолютно свободный, вот, всю свою внутреннюю свободу проявивший в этот мир, и делал то, что хотел. И он диктовал свои правила в свое время. Ричи Блэкмор, известный гитарист, господи, я его просто уже по сольным проектам знаю, знаете, тоже очень своевольный, очень своенравный. И делал то, что хотел. Поэтому и ругался со всеми постоянно. Кто у нас есть еще из усатых? Напишите мне, пожалуйста, кого вы знаете, потому что очень много, все украинские казаки носили усы.
Кто им был закон? Да никто. Куриной атаман, гетьман, больше никто. Делали, что хотели, кстати. Если у вас есть еще варианты известных на весь мир усатых людей, пожалуйста, напишите мне в комментарии, поддержите меня, пожалуйста. Но знайте, что если вы встречаетесь с человеком с усами, надо очень хорошо присмотреться к той линии, которой он придерживается, и к той политике, которую он гнет. Потому что переубедить его и сбить с его пути это невозможно. Проще отойти и не мешать. Если вы принимаете условия, окей, но если нет, бороться нет никакого смысла. Он вас победит, он вас переиграет любыми путями. Поэтому лучше не связываться. Вот я к усатым отношусь с опаской и с подозрением, с недоверием, пока я не пойму, что они из себя представляют близко. Понятно, да? Основной маркер, который делает всю политику, являются его усы. Делаю, что хочу, и никто мне не указ. А теперь смотрите, какая интересная вещь получается. Сейчас мы поговорим про губы. Они у него восприимчивые, как я сказала до этого. И он очень хорошо чувствует, благодаря развитости губ, очень хорошо чувствует ситуации, где он может чинить своей воле. Понимаете? Он очень хорошо чувствует. Он не мозгами думает. Мозгами он тоже думает, но это потом. Прежде всего, у него вот это ощущение очень хорошо развито. Он хорошо знает, где и как ему себя вести, а где никак себя не вести. Понимаете? Далее. Всю эту ситуацию очень сильно усугубляет нос, опущенный кончик носа. У меня есть классная фотография, посмотрите просто на нее. Это же просто красота. Еще этот взгляд, еще этот взгляд. Смотрите, опущенный кончик носа, большие ноздри, это говорит о том, что он много может работать, посвящать себя работе. Неутомимый труженик на поприще президентства Беларуси. Так вот, мы с вами вспоминаем разбор портрета Хорхе Фернандеса Диаса, политического деятеля в прошлом, бывшего министра внутренних дел Испании. Вот там очень похожая ситуация по опущенному кончику носа. Мастер подковерных интриг. Никто никогда не знает до конца, что он задумал. Все козыри держит в рукаве до последнего. Я уверена, что в планы Лукашенко не посвящен никто, кроме него самого. Вот. Опущенный кончик носа, скрытность, вечная секретность. И он вам ее не расскажет. Потому что он обычно никому не доверяет. Далее, обратите внимание. Нижняя челюсть. Мы в физиогномике рассматриваем обычно пропорции лица. Не столько величину маркеров, сколько пропорции маркеров на лице. Понимаете? Посмотрите, какая пропорция у него нижней челюсти. У него вот эта вот часть широкая, большая, это меньше. Разведка, вынюхивание, выискивание, добыча информации. А нижняя часть у него маленькая. Смотрите, какая существует опасность людей, у которых слабая нижняя челюсть. Во-первых, она у него широкая, он переговорщик, то есть он маневратор, он маневрирует. И вы это прекрасно знаете по всем его политическим интригам. Помните, да? Как он вот так вот вылазил из разнообразных, очень сложных ситуаций. Вот так вот, да? Выбирался. Он переговорщик еще тот, профессиональный, но создавать давление на ситуацию он не может. Открыто конфронтировать люди с такой челюстью не способны, нет ресурсов, нечем бить, у него не хватит силы. Стрессоустойчивость там вообще никакая. И мы можем, собственно, видеть в последних фотографиях, у него мешки под глазами, он устал, потому что стрессы, и ему это тяжело дается. Помимо того, что он уже человек очень в возрасте. Помимо того, что у него большие проблемы со здоровьем, еще и огромное количество стрессов, связанных с его вечным постом в стране. Так вот, чем опасны люди, у которых низкая слабая челюсть? А тем, что они учатся бить на опережение. И они бьют в самое больное место. Они выбирают самое большое больное место у жертвы, куда можно укусить. И весь яд одним ударом направляют туда. Поэтому, причем они могут это делать не своими руками. Поэтому Лукашенко опасный. Он опасен. Понимаете? Потому что он заранее готовит себя к защите и к ударам на потенциальных врагов. Он собирает информацию, он это все обрабатывает и потом одним махом ликвидирует тех, кто стоит у него на пути. Лысина. Поговорили, да, о нижней челюсти. Лысина.
Точно так же, как и в случае с Хорхе Фернандесом Диасом, мы имеем лысину, очень характерную для людей, которые играют не свою роль, которые живут не свою жизнь, которые притворяются, то есть это притворство, это бесконечные обманы, это бесконечные интриги, чужая роль. Поэтому волосы из этой части головы постепенно уходят, потому что это требует огромных энергозатрат, и психоэмоциональных в том числе. А если мы помним, у этого товарища очень слабая стрессоустойчивость, поэтому уходят волосы, он лысеет. Он всю жизнь играет роли, и как мы видим по его общению с главами других держав, в каждом случае это какой-нибудь новый театр. Я вам сейчас расскажу. Знаете, как я вам сейчас расскажу. Вот. Что еще? Поэтому тут с лысиной все понятно, очевидно и логично. А теперь, что я хотела еще сказать? Прижатые уши – это как дополнительный фактор, влияющий на то, как он принимает решения. Он очень быстро исполняющий, да, то есть он что-то решил, чик, и быстро сделал, потому что его губы ему подсказали. Ситуацию надо решать, и он решает ее эффективно. Поэтому у него прижатые уши, то есть решение принял и отправил в действие, решение принял и отправил в действие, не своими руками. Нет, он не может, ему не дано. Вот, и мы подошли к последнему, 7-му пункту под названием «Носогубные складки». А знаете, почему мы об этом говорим? Потому что это его главная мотивация, главная причина, почему он занимает этот пост, это его материальная заинтересованность. Его интересуют только бабки. Власть его интересует исключительно ради бабок. Передача власти своему сыну, который, кстати, подает надежды, да, то есть там по каким-то внешним источникам подает надежды, и все, что его интересует, это все накопленные бабки, все добро, все вот это вот, все средства, которые он накопил, передать сыну вместе с властью. Почему носогубные складки говорят о четкой материальной заинтересованности? И поверьте, там больше ничего нет. Никакого духовного содержания они несут. Носогубные складки идут конкретно в рот. Они у него проходят прямо возле углов рта. Рот у нас это инструмент захвата ресурсов. И если носогубки проходят, либо идут сразу в рот, как у королевы Елизаветы II, чье имя я гордо ношу, вот, либо очень-очень рядом, это говорит о том, что у человека самая главная мотивация – это деньги. Но для того, чтобы иметь деньги, ему нужна власть. А для того, чтобы власть удерживать, надо готовить заранее удары, нижняя челюсть, да, слабая, скрывать от всех свои планы, опущенный кончик носа, логично, и устраивать своеволие, ориентируясь на четко и очень точно ориентируясь в той ситуации, в которой он находится. А это развитые губы. Вот вам портрет господина Лукашенко. Было вам что-нибудь интересно? Открыли ли вы для себя что-то новое? Поддержите меня лайками и комментариями. Поддержите, пожалуйста, мое видео. А я пока что представлюсь. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст. Я тренер по гимнастике для лица и физиогномист. Я читаю лица и составляю психологические портреты личности. Потому что, напомню для вас, если вы забыли, физиогномика – это метод визуальной психодиагностики, позволяющий по чертам лица определить особенности характера человека. Таким образом, когда вы владеете этими знаниями, вам достаточно буквально несколько минут до того, как человек открыл рот и начал с вами общаться, или не открыл и не начал с вами общаться, понимаете? Понять, что он из себя представляет. Но теперь, если вы вдруг встретите человека, у которого будет несколько черт из тех, которые мы с вами перечислили сегодня у Александра Лукашенко, а это усы, развитые губы, опущенный кончик носа, слабая нижняя челюсть, лысина определенного характера, да, прижатые уши и носогубные складки, которые идут четко в рот, на захват, на материальные ресурсы, на захват материального ресурса. Теперь вы будете понимать, каким образом вам имеет смысл взаимодействовать с этим человеком. Или лучше держаться от него подальше. Чем я занимаюсь на своем канале? Я веду вот такую обучающую просветительскую деятельность. Я даю какие-то части из физиогномики. Мы тут периодически разбираем какие-то части лица. Есть мужские бороды, о которых я сказала ранее. Есть, например, что у нас еще было? Носы мы разбирали. Значение маленького носа у мужчин. Да, и как это связано с тем, что ниже пояса. Вы обязательно вот здесь посмотрите. Да-да-да. Вам будет очень познавательно.
большой нос у мужчин, видео вызвавшие ажиотаж просто тоже вот здесь, пожалуйста. Я хожу на свидания с испанцами, потому что я живу в Гранаде, в Испании. Я читаю их лица, потому что я не очень хорошо понимаю испанский язык, говорю я лучше. Понимать понимаю хуже. И поэтому я сканирую их лица и понимаю, что они из себя представляют. Поэтому обычно первое свидание является последним, потому что меня обязательно что-то не устраивает. А опыт у меня потрясающий. И я вам хочу сказать, что физиогномика в случае при знакомствах с иностранцами работает отлично, она себя очень оправдывает. Вот. И нет, я ни разу не ошиблась. Вот. Иногда, когда у меня человек, правда, вызывает интерес, я могу с ним пообщаться, но обычно люди очень быстро проявляют свою истинную природу, поэтому рассчитывать на то, что они будут какими-то другими, нет совершенно никакого смысла. Подписывайтесь на мой канал, приглашайте, делитесь моим каналом со своими друзьями, приглашайте своих друзей, давайте здесь будем вместе клубиться. Я иногда даю трансляции, стримы веду, показываю Гранаду, я иногда делаю стримы с другими специалистами помогающих профессий, которые, кстати, тоже приобретают мои обучающие курсы. Я автор обучающего курса «Опасные мужчины». У меня в шапке профиля можно зайти по ссылке на платформу, его приобрести. Вот, а вот здесь о нем можно послушать, почитать. Почитать, послушать. Видео есть, да, на эту тему. Поэтому, пожалуйста, не пропустите. И я вас благодарю за ваше прекрасное внимание. Как обычно. Увидимся очень скоро. И не забывайте, что по средам у меня идут уроки, посвященные, я выпускаю видеоконтент бесплатный, посвященный техникам естественного омоложения. До новых встреч. Обнимаю вас крепко.